Всем привет, с вами Иван Жданов и передача «Военное положение», где мы раз в неделю подводим итоги и обсуждаем все то, что произошло на войне и вокруг нее. Главные темы недели – это активизация боевых действий на Восточном фронте, отправка тяжелого вооружения в Украину и, конечно, отмена штурма завода «Азовсталь» и объявление Мариуполя захваченным. Сегодня поговорим обо всем этом, а также о санкциях и российских потерях, в том числе на крейсере «Москва». Но сначала традиционная нарезка важных кадров этой недели. На этой неделе Владимир Зеленский объявил, что битва за Донбасс началась. Речь о том самом генеральном сражении на Восточном фронте, ради которого российская армия 2 недели перебрасывала войска и технику. Но в реальности ничего похожего на массированное наступление мы так и не увидели. И давайте разберемся, что именно произошло. Основной резерв российских войск составили части, отступившие из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Эти сильно подбитые подразделения сформировали новые батальоны, тактические группы, получили дополнительную технику и отправились в район Изюма. Всего Путин смог собрать около 80 батальонов тактических групп и около 70-80 тысяч человек в боевых подразделениях вот в этих группах. Значительная часть этих сил расположилась на фронте от Донецка до Изюма, но до сих пор подтянулись не все. Вероятно, именно это не позволило начать полноценное наступление уже сейчас. Во вторник, 19 апреля, глубокой ночью начался массированный обстрел позиций украинской армии. Практически по всей линии соприкосновения. Даже на Южном фронте в Николаевской области, где никто наступление не планировал. Но никакого штурма за этим не последовало. Только локальные бои на отдельных направлениях. Давайте рассмотрим подробнее на карте. Вот тут у нас самый важный район фронта от Изюма до Попасной. Попасная — это вот это место, вы много раз слышали об этом месте. Войска концентрируются в районе Изюма. И что нового за эту неделю? Это наступление, вот видите, вот этот выступ в районе Кременной. Очевидно, идет они планируют пройти вот дальше, на Заречное, Лиман, и, возможно, потом уже либо соединиться здесь с войсками из Изюма, либо вот тут вот от Попасной, почему она так важна, опять же, либо идти от Попасной и соединяться вот где-то вот в этом районе. В любом случае, это план такого постепенного захвата. Мы видим здесь, опять же, Кременную, Рубежную. Это населенные пункты, где на этой неделе шли самые ожесточенные бои и где погибали люди. Давайте перейдем чуть южнее. Это фронт от Волновахи до Каховского водохранилища. Изначально предполагалось, отсюда российские войска нанесут удар на север. Но в итоге все ограничилось вот локальными боестолкновениями. Это прежде всего населенный пункт Гуляй-Поле и Великая Новоселка. Вот этот выступ. Соответственно, Каховское водохранилище, мы понимаем, что оно находится в этой части. Карта сюда немножечко не влезла, но тем не менее мы примерно понимаем, что это слева. Очевидно, пока наступать на север, либо не планируется, либо там очень мало частей, которые вообще боеспособны для того, чтобы наступать на север. Южный фронт окончательно стал второстепенным. И это несмотря на те заявления высоких чинов российской армии, никакого нового наступления на Одессу тут не планируется. Нет никаких признаков этого. Очевидно, что и сил нет. А вот что есть, давайте покажу. Это небольшой населенный пункт Александровка, за который опять же сейчас идут бои. За эту неделю появился
вот этот новый выступ в районе Архангельского. Там не так много населенных пунктов, но на прошлой неделе украинские войска, как мы помним, отсюда контратаковали. Частично отбили российскую армию. Но теперь российская армия пытается наступать на этом направлении. И вот населенный пункт, соответственно, Снегиревка, где тоже идут на этой неделе шли бои. Соответственно, в Херсоне, в этой части вообще российская армия пытается как-то закрепиться и даже где-то немножечко контратаковать, хотя ни сил, ни возможностей там явно пока недостаточно, войска там не концентрируются. А теперь давайте разберемся, почему путинские войска так и не начали битву на Донбассе. Для этого есть весомые причины, первая из которых это, конечно, Мариуполь. Невероятная героическая оборона города отвлекла немало российских частей, которые в итоге даже не рискнули штурмовать завод «Азовсталь», чтобы избежать катастрофических потерь. Только позавчера из Мариуполя начали выезжать первые подразделения, но ведь часть солдат остались там, чтобы блокировать «Азовсталь», это огромный завод. И подвиг защитников Мариуполя стал большой проблемой для российской армии, остановив все наступление от Волновахи на север и запад к Запорожью. Вторая причина – незавершенная переброска войск. Все те силы, что наступали в Киевской, Черниговской, Сумской областях, недостаточно было просто привести на новое место. Их нужно было хоть как-то пополнить техникой, людьми, сформировать новые БТГ, батальон тактической группы, назначить командиров. О реальном продвижении колонн в район Изюма мы узнали только на прошлой неделе. Вероятно, для окончательного сосредоточения сил понадобится еще дней 5-7 как минимум. Ведь в тот же Изюм идет довольно мало дорог и всего одна железнодорожная ветка. Третья причина, по которой откладывается наступление – недостаток техники. Главный вопрос, который встал перед российской армией – где взять технику взамен потерянной. Попытались достать танки с хранения, нашли только небоеспособные машины. Нужно больше реактивной артиллерии для них. Везут совсем уже старые образцы. Быстро производить новую военную технику российский ВПК не может и не умеет. Поэтому в том числе приходится эвакуировать через Беларусь поврежденные машины, чтобы потом ремонтировать и отправлять в бой. Все это серьезно снижает обороноспособность, боеспособность даже скорее российской армии и замедляет подготовку к той самой битве за Донбасс, которая еще, как мы видим, не сильно началась. Возможно, она и не начнется вовсе в том виде, в котором все ждут. Не будет никакой танковой битвы, стремительных прорывов, котлов, а только медленные такие тяжелые бои с артиллерийскими дуэлями, плотной обороной и большими потерями с обеих сторон. На этой неделе стороны почти не озвучивали данные о своих потерях, кроме одного случая. В пятницу появилось заявление Минобороны России, что после пожара и взрыва боекомплекта на крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, мичман Вахрушев, и 27 пропали без вести. Абсолютно понятно, куда в открытом море исчезли 27 моряков. Они погибли, но их тела не смогли забрать с корабля. Мы видели кадры, на которых корабль горел изнутри, и, возможно, это стало причиной такого количества пропавших без вести. Минобороны заявила, что спаслись 396 членов экипажа. Ну, тут простая математика. Экипаж крейсера 510 человек. Если из этого числа вычесть выживших, погибшего мичмана и пропавших без вести, то нет сведений еще о 86 моряках. К сожалению, никто не удивится, если потом окажется, что они тоже погибли, и погибло вообще гораздо больше, потому что вся эта война основана на лжи Путина и его пропаганде. Украина заявляет о потерях более чем 21 тысячи российских солдат. С активизацией военных действий абсолютно точно это число будет быстро расти в ближайшее время. Но что бы Путин ни говорил о необходимости беречь солдат, мы же видим, что этого нет. Потери растут, а конец войны еще далеко. В четверг произошел очередной обмен пленными. Украина смогла обменять 19 своих граждан. И это все еще ужасно малое количество. Как заявила Ирина Верещук, среди обмененных пленных не только военные, но и гражданские лица. Хотя можно говорить, в плену у России находятся все украинцы, оставшиеся на оккупированной территории. В плену также находится и много украинских военных, в том числе из Мариуполя.
Часть из них содержится в тюрьмах так называемой ДНР, и пока не похоже, что Россия спешит с обменом всех пленных. Все-таки война продолжается, а пленные такой инструмент торга, что ли. Война продолжается, а вместе с ней и потери техники растут. За 58 дней войны Россия потеряла 531 танк и 976 бронированных машин, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожено или захвачено 166 артиллерийских орудий и самоходных артиллерийских установок, а также 58 реактивных систем залпового огня. Сбито 24 самолета и 37 вертолетов. Потери сил Украины к 23 апреля такие: 134 танка и 223 бронированных машин. 51 артиллерийская установка уничтожена, как и 15 систем залпового огня. У Украины подтверждены потери 19 самолетов и 5 вертолетов. Общие потери единиц техники 3082 против 875. Российская армия по-прежнему теряет в 3,5 раза больше техники. При этом даже стоя на месте, путинские войска несут заметные потери. За неделю они лишились 24 танков, 96 бронированных машин, 3 самолетов и 4 вертолетов. Путин явно проигрывает войну на истощение. Продолжают гибнуть и мирные граждане. Украинцы, которые не собирались воевать, а хотели просто мирной жизни. Ежедневно продолжаются обстрелы Харькова, Николаева, Мариуполя, Днепра, других городов. Буквально сегодня крылатыми ракетами была атакована Одесса. Одна из ракет попала в жилой комплекс. Ужасающие кадры пожаров вы видите сейчас на своих экранах. По первым данным погибли 5 человек. 18 получили ранения, среди погибших трехмесячный ребенок. ООН зафиксировала 2435 случаев гибели и 2946 случаев ранений гражданского населения. Но эти данные вообще не имеют ничего общего с реальностью, так как нет никаких данных о количестве погибших жителей Мариуполя. Мэр Мариуполя оценивает количество жертв в 20 тысяч человек. Этому есть косвенное подтверждение. На этой неделе была обнаружена 300-метровая братская могила в поселке Мангуш под Мариуполем. Сложно предположить, сколько человек там похоронено, и, скорее всего, узнать это получится уже после окончания войны. Продолжается гуманитарная катастрофа. Из Украины уже выехали уже больше 5 миллионов человек, из них более половины находятся в Польше. Напомним, Зеленский в своем обращении к парламенту Эстонии заявлял о том, что свыше 500 тысяч украинцев принудительно перемещены в Россию, из них больше 120 тысяч – это дети. Но некоторые дети, они по-прежнему находятся в подвалах в Мариуполе и надеются просто вернуться домой. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей, ну не родителей, родных там и так далее. Те, которые не Поэтому... Я даже не знаю, на что это надежда. Это надежда на какие-то просто простые вещи. На маму, папу, детскую площадку, поход в садик. И почему они этого не заслуживают? Потому что Путин так решил. Почему они под угрозой смерти? Продолжается усиление санкций против России. На этой неделе мы не видели каких-то глобальных решений, но продолжается обсуждение отказа от российских нефти и газа. Время идет, и каждый день Европа буквально спонсирует войну в Украине, выплачивая Путину миллиарды евро ежедневно. Жозеп Боррель заявил, что между членами Европейского Союза нет единства в вопросе санкций по нефти и газу. Это ожидаемо, ведь зависимость от российских энергоносителей у стран Европы очень разная, и сильнее всего газ и нефть Путина нужны Германии. Но подвижки есть. Например, Макрон на этой неделе жестко заявил, что Франция в российском газе не нуждается и будет продвигать санкции против него. Более простым выглядит отказ от нефти, чем от газа. К тому же нефть приносит Путину больше прибыли. Вот и политика пишет, что уже на следующей неделе ЕС наложит определенный запрет на импорт российской нефти в 6-м пакете санкций. Но с нефтью есть некоторая сложность. Для понимания, например, Германия опасается то, что отключив нефтепроводы, отключив возможность продавать Путину нефть в Европе,
Путин одновременно отключит и газовую трубу. Но я, честно говоря, в это не верю, потому что именно для Путина эти деньги, поэтому немцам, конечно, нужно быть более решительными. Но есть и другие санкции, которыми можно серьезно подорвать режим Путина. И в первую очередь, конечно, это персональный. Запрет на жизнь в Европе и Америке, на покупку недвижимости, предметов роскоши. Это все больно бьет по окружению Путина и их семьям. Ведь ради этого они свою совесть продавали, ради этого они подписывались на все те преступления, на то, чтобы стать частью большой коррупционной системы. А теперь их лишают всего этого бонуса. Они недовольны, поверьте мне. Более того, Путин и российское правительство теперь максимально токсичны. Наконец-то это случилось, что путинские деньги максимальный токсик. Так и должно быть. Выступаешь на концерте для Путина, значит, больше не поедешь в Европу. Боишься высказаться против войны? Сиди в России. Даже спортсмены получают за это. Добрались, например, до теннисистов, большинство из которых в России не живет и даже не поддерживает войну. Но это не помешало, скажем, всеанглийскому клубу тенниса закрыть Уимблдон для всех российских и белорусских спортсменов. Вообще, Великобритания в авангарде персональных санкций против российских чиновников, олигархов, компаний. На этой неделе забанили еще 26 физических лиц и организаций. Аналогично действует и США, где на неделе под санкции попал, такой известный вам человек по каналу «Царьград» Константин Малафеев. Транскапитал-банк тоже был заканцелен, и физические лица с банком открытия тоже попали в эти списки. Российская финансовая система все больше изолируется. Уже даже Новая Зеландия ввела санкции против Центробанка и 17 основных российских банков, включая, конечно, Сбер, Альфа, ВТБ. Отказывается сотрудничать с Россией и китайская платежная система UnionPay. Это аналог Visa и MasterCard, но для китайского рынка. Такая китайская система МИР. Вот когда Visa и MasterCard закрыли России международные переводы, предполагалось, что UnionPay спасет. Однако китайцы под санкции не хотят, и поэтому работать с подсанкционными банками российскими они больше не будут, вот эта система UnionPay. И вообще, Россия приближается к дефолту по суверенному долгу. Об этом в очередной раз напомнил Wall Street Journal. 4 марта истекает льготный период, за который нужно выплатить 6 миллиардов долларов долгов. Долларов в долларах. А Минфин пытается оплатить в рублях. От чего американцы, конечно, отказываются. Так что посмотрим, будет ли в итоге Силуанов тратить доллары из российских запасов или допустит дефолт. Напомню, значительных финансовых проблем сам дефолт не принесет, ведь российские активы и так заморожены. Но психологически сам факт отказа выполнять обязательства может как-то повлиять на российскую экономику, поверьте уж. Даже китайцы не захотят Путину в долг давать. А вот Украину, наоборот, поддерживает весь цивилизованный мир. Политики продолжают посещать Киев. На этой неделе, например, приезжали премьер-министры Испании и Дании. После этого испанцы анонсировали как раз поставки оружия, в том числе 20 бронеавтомобилей. Давайте, кстати, о них поговорим. Мы видим, что военная помощь Украине стремительно усиливается. Многие страны отправляют не только советские образцы вооружения, но и новейшие разработки. Давайте разбираться, каким оружием теперь Украина будет сдерживать российские войска. Вот США приняли новый пакет помощи Украине вновь на 800 миллионов долларов. Главное там поставки 72 150-миллиметровых гаубиц. Речь идет о буксируемых орудиях, поэтому к ним будут прилагаться транспортные грузовики и 144 тысячи снарядов. То есть по 2000 снарядов на каждое орудие. Суммарно США поставят 90 орудий такого типа. Этим можно укомплектовать 8 украинских мотострелковых бригад. Это очень много. Помимо этого, США передадут специально разработанные для этого конфликта беспилотники «Феникс Гост», реактивная система залпового огня и 500 миллионов долларов, сверху, для поддержания экономики. Канада также передает гаубицы М777 и высокоточные снаряды «Эскалибур» с GPS-наведением к ним. Стоимость одного такого снаряда составляет 112 тысяч долларов. Нидерланды приняли решение отправить Украине самоходное орудие ПЗХ-2000 немецкого производства.
Это на сегодняшний день одна из лучших артиллерийских систем в мире. Германия отказалась поставлять их Украине, но согласилась снабжать боеприпасами. Франция готова отправить 12 своих саушек «Сезар». Это один из основных конкурентов немецкого оружия. 12 штук – это целый артиллерийский дивизион. Его достаточно для укомплектования мотострелковой бригады. И, конечно, для Макрона это такой политический шаг. Вот, например, завтра во Франции второй тур президентских выборов, и ему нужно показать избирателям, что это больше, чем такое, чем просто телефонные звонки с Зеленским или Путиным. Что общего у всех этих орудий? Они все калибром 155 мм и превосходят российские аналоги своей дальнобойностью. Еще Словения готова поставить свои танки М-84. Это югославская версия хорошо знакомого нам Т-72, ну, наверняка вам знаком. Взамен Словения хочет получить у Германии танки «Леопард-2» и бронемобили «Пума». Но пока Германия надеется отделаться старыми «Мардерами» и БТР «Фукс». В итоге за эту неделю Украина договорилась получить необходимое на данном этапе тяжелое уже артиллерийское вооружение. Его должно хватить для укомплектования всех мотострелковых соединений. С танками проблем тоже нет. Их в достатке поставляет российская армия. Уже 212 российских танков захвачено Украиной с начала войны и принимают участие в войне уже на стороне Украины. С таким оружием Украина может задумываться о полноценных контратаках. И о чем заявил советник как раз президента Украины Михаил Подоляк. Уже на этой неделе украинским войскам удалось отбить несколько населенных пунктов севернее Харькова. И в целом российская группировка здесь частично отрезана от остального фронта. Есть высокий риск контратаки в сторону Купянска, конечно же. Вот посмотрите, обратите внимание на населенные пункты. Вот Дергачи. Вот в этом направлении как раз и контратаковала украинская армия. А вот этот такой вот, как это назвать, хвост в районе до реки. Эта часть, она может плохо на самом деле снабжаться российской армией. И тут вполне возможно, что украинские войска начнут примерно здесь, не могу сказать точно, но примерно здесь могут контратаковать. Теперь Украине нужно разобраться с поставками так необходимых сейчас боевых самолетов и систем ПВО. И это будет немного сложнее, чем танки и артиллерия. Сама техника намного дороже, а процесс обучения расчетов занимает месяцы. Мы назвали эту часть передачи «Хроники безумия». Потому что, ну а как иначе называть то, что устраивает власть в нашей стране? Кринжатинка. Просто посмотрите. Это тренировка истребителей перед парадом. То есть на параде Победы над фашистской Германией они решили буквально повторить пролет нацистов в форме свастоны. Или вот еще одно невероятное совпадение. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонов предложил принудительно сделать донорами крови пленных украинских солдат. Буквально как в концлагерях. Это безумие. Эту новую свастику активно продвигает народ. Да, можно смеяться, конечно, над вот этими куличами, детьми, строящимися в форме буквы Z и прочими идиотскими примерами использования символики. Вот даже сосны высадили в этой форме буквы Z. Но нельзя забывать, что так пропаганда и работает. Сначала все смеются и крутят пальцем у виска, а потом привыкают. Если не сопротивляться, если не говорить правду и не напоминать, что это символ убийцы-насильников, то через какое-то время даже вот такие заплывы идиотов будут казаться людям нормальными. Воды плюс 5, но дайверам нипочем. Специальный костюм выдерживает до 0 градусов. 20 человек погружаются в ледяную реку. Задача преодолеть 250 метров от символа Z и на берегу сформировать еще один в виде латинской буквы В. Символичный заплыв говорит «плывем за победой». Помните, как в фильме «Кабаре», где очень хорошо было показано изменение немецкого общества, когда вначале над нацистами все потешались, а в конце уже поют гимны и зигуют? Но у меня есть для вас хорошая новость. Да, пропаганда как может разгоняет милитаризм, пытается всеми силами разогреть интерес к войне и даже как-то маскировать неудачи.
Так, после потери крейсера Москвы Кремль с большой помпой показал испытание баллистической ракеты «Сармат». Но, кажется, все представление было ради одного единственного зрителя. Потому что на самом деле поддержка войны среди граждан России не растет, наоборот, падает. Наша команда вот-вот опубликует результаты опроса, но могу приоткрыть немного завесу. Мы покажем вам, что люди просто боятся говорить, что они против войны. Никаких 80% поддерживающих там и близко нет. Именно поэтому Путин и остановил штурм Азовстали, в том числе поэтому, чтобы еще больше не разжигать недовольство большими потерями, которые явно могли бы быть. Мы же знаем, что на людей ему наплевать, а вот на рейтинги нет. Доклад закончен. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат. Как держится-то за кресло. Не получается всех увлечь вот этой войной, поэтому Кремль подключает и репрессии, конечно. Про новые списки иностранных агентов, я думаю, вы много раз слышали. Даже Леонида Волкова туда включили, а еще забавнее то, что всем новеньким в списке ставят Украину как источник финансирования. Куда печальнее выглядит преследование Владимира Карамурзы. Его осуждают по пункту Д части 2 статьи 207.3 за фейки про российскую армию по мотивам политической ненависти. Карамурзе грозит до 10 лет лишения свободы, и сейчас он уже находится в СИЗО. Обвинили его за выступление в США, когда он рассказывал, что российская армия бомбит жилые дома, больницы, роддома, школы. И вот это российский суд называет фейками. Хотя весь мир видит эти кадры, все абсолютно очевидно. Но в нашей стране с массовой цензурой и подконтрольными СМИ граждане получают гораздо меньше правдивой информации. И вот такие громкие дела, как против Карамурзы, помогают рисовать какую-то нужную Кремлю картинку. Мы с вами должны этому помешать. Давайте подводить итог недели. Битва за Донбасс еще не началась. То, что происходит сейчас, больше похоже на прощупывание обороны. Российские войска ищут слабые места в украинской обороне, обстреливают позиции артиллерии и продолжают готовить основной удар, если хватит сил. Уже понятно, что этот удар будет нанесен на фронте от Изюма до Попасной, что в целом упрощает задачу украинским войскам, ведь каждый день промедления позволяет им укреплять позиции, подвозить новую технику, орудия, боеприпасы. В этом отношении на первый план выходят западные поставки гаубиц, о которых я только что говорил. Больше 100 орудий – это уже значительная сила. Осталось дождаться их доставки на фронт. Для этого потребуется еще неделя, может быть 2. Если решающее наступление путинской армии не начнется в ближайшие 5-7 дней, у атакующих не останется никаких шансов хоть на какой-то успех. Напротив, украинцы вполне могут перейти к контратаку. Не забывайте о 1,5 сотнях танков Т-72, которые приедут из Польши и Словении, а также 2 сотнях БТРов М113. Этим можно вооружить целую моторизированную дивизию и применить ее, скажем, на Южном фронте для наступления на Херсон или под Харьковом. Если говорить о санкциях, то пока мы не видим катастрофического воздействия. Но, как и любой экономический фактор, санкционные издержки будут накапливаться, и отложенный эффект российская власть почувствует обязательно. Да, пока нет четкого решения по газу и нефти, но с каждой неделей оно все ближе. Вводится много новых персональных санкций, их тоже, очевидно, будет больше. И мы тоже постараемся на этом направлении. Показательное решение Путина об отмене штурма Азовстали. Очевидный шаг в сторону тех, кто недоволен войной, недоволен чересчур большими потерями, неоправданными, непрофессиональными действиями российской армии. Такой вот реверанс Путина. Понятно, что и сил не хватало брать этот Азовсталь. И понятно, что ждать от Путина человечности не нужно. Однако эта его реакция доказывает, что российские граждане не так сильно хотят войны, как нам пытается представить пропаганда. А значит, можно надеяться, что российская армия никуда не продвинется, а возможно даже отступит под давлением защитников Украины. Есть также надежда на то, что все наши с вами усилия не напрасны и приносят
куда больше результата, чем может показаться. А значит, надо продолжать рассказывать правду, выступать против войны, бороться с Путиным всеми эффективными доступными способами. С вами был Иван Жданов. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на команду. Вы найдете ссылку на Яна Матвеева, Владлена Лосяк, которые готовили этот эфир. Всем спасибо, увидимся.